Я не планировала идти в Додо Пиццу работать. Ну, у меня даже мысли просто такой не было, ни единой. И я не читала книгу «Ботаники делают бизнес». В 2012-м тогда в Сыктывкаре, ну, наверное, везде был бешено популярен Твиттер. Естественно, Федор тоже вел Твиттер. И он часто писал в Твиттере, ну, ссылки на свой блог «Сила ума». Писал об информационной системе. Я пишу твит. Когда Сила ума постит что-то про свою информационную систему, всегда говорю, интересно посмотреть, что у него там внутри. У меня даже цели никакой не было, я даже не думала, что он меня позовет. Мне просто было реально интересно, какие у них внутри интерфейсы. Федор мне пишет, мол, напишите мне на почту, давайте пообщаемся. Я ему пишу, он меня приглашает в офис. Я приезжаю на эту встречу целиком, полностью, в смысле, сейчас я это все дело посмотрю, что у них там есть, и удовлетворю свое любопытство и уйду. Буквально где-то на 3-й минуте нашего разговора Федор говорит, ну, когда вы придете к нам на работу, я думаю, класс. Я как бы не собиралась. В общем, мы поговорили, и, ну, так меня позвали в Додо Пиццу. И буквально через несколько дней, там, в начале сентября, я уже была в рядах Додо. Я очень люблю путешествовать. До тех пор, пока у меня не появилась семья, я пыталась уехать из города при любой возможности. Мы очень много ездили с моей дозорной командой. То есть каждое лето мы обязательно выезжали на дозорные игры, на мега-игры. Я приношу эти 2 магнитика домой, говорю, Андрюша, смотри, говорю, это птичка Додо с маминой работы, говорю, познакомься. Думала, ну, познакомлю ребенка со своей работой. Насмотрела так на 2 магнитика. Угу, Доды. На следующий день я смотрю, подходит к холодильнику, снимает эти магниты и начинает птичка голубь. На 3-й день Додо птица переименовалась с легкой подачи Андрея Ильича в Петю Петушка. Мне очень нравится то, что у нас никто не использует в своей речи слово «невозможно», и этого факта вообще, ну, то есть у нас нет слова «невозможно». Так или иначе, у нас можно ошибаться, можно развиваться, можно идти вперед. Ну и у нас очень крутые чуваки работают все, прям вот в кого ни ткни палочкой, все классные. Начну с радостных новостей, с пополнения в нашей команде. К нам присоединилась Света Лукашина, HR-менеджер. Гильгира Ункова также усилит команду HR. Евгений Краев удивит нас новыми продуктами в R&D лаборатории. И новый сотрудник Кристофер Кёль. Прошу прощения, Кристофер Кёль. На самом деле Кристофер присоединился к нам чуть раньше, он уже успел пройти стажировку в Румынии, но он приехал сюда. Кристофер из Швеции, но разговаривает на 7 языках, включая русский, лучше многих из нас. Вот. Кто знает или кто угадает? Лучше те, кто знает, молчат, а те, кто хотят угадать, попробуют угадать выручку в ноябре всей нашей сети. Где-то посередине. Это 1 320 000 000. Если взглянуть в динамике, мы видим, что мы выросли относительно октября на 15 миллионов, но в декабре нас ожидает сезонный классический скачок. В ноябре мы открыли 14 пиццерий, что позволило нам закончить месяц с 416 пиццериями в сети. Но, как вы слышали объявление, уже в декабре, забегая вперед, открылось еще 9. Сейчас у нас 425 пиццерий. Но если смотреть по итогу конца предыдущего месяца, то совокупность тех пиццерий, которые построены, находятся на стадии проектирования, строительства или по которым уже оплачен паушальный взнос, составляет более 800 пиццерий. Одна из пиццерий, открывшихся в ноябре, это международная пиццерия, это пиццерия в Бухаресте. Наш партнер Серджио, первый международный партнер, открыл уже 4-ю пиццерию в столице страны и 6-ю пиццерию в стране в целом. Эта пиццерия открыта в деловом районе, подобному Москва-Сити. Вокруг нее стоят небоскребы, и там платежеспособная публика, офисы. Пиццерия примечательна тем, что она построена в отдельно стоящем здании, в собственном помещении. Вот, ожидаем крутых результатов от этой пиццерии. Это другая пиццерия, и новости с ней не такие хорошие. Это пиццерия в Есике, в городе Казахстане. Эта пиццерия открылась летом прошлого года, летом 2017 года, но уже к началу года текущего
партнер, видимо, потерял интерес к бизнесу и выставил пиццерию на продажу внутри нашей сети. К сожалению, с этого момента качество работы этой пиццерии оставляло желать лучшего. Как вы знаете, в нашей сети есть рейтинги качества, рейтинг продукта и рейтинг стандартов. И вот на примере рейтинга стандартов можно увидеть, что результаты пиццерии были неудовлетворительны с самого начала года. Напомню, что если пиццерия имеет среднюю оценку по рейтингу стандартов ниже 2,5 баллов в течение 3 месяцев, она получает предписание о закрытии. Но раньше у нас никогда не было опыта, мы никогда не закрывали пиццерии, мы всегда помогаем партнеру исправить ошибки, либо если партнер принимает решение выйти из бизнеса, он пиццерию продает. Цена на пиццерию Есика была достаточно высока, и пиццерия не могла найти покупателя, который бы заинтересовался открытием, покупкой пиццерии за такие деньги. Они были соизмеримы открытию новой пиццерии в новом городе. Мы весной посещали пиццерию, и здесь не самое страшное, но увидели, что то, что происходит в пиццерии, не соответствует нашим стандартам. Воочию для нас это был уже не первый звоночек. Мы активно попытались вмешаться в ситуацию. Бизнес-девелопер помог составить план улучшений, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, вдохновить партнера, замотивировать. Но, судя по всему, нам это не удалось. Партнер потерял интерес к бизнесу, не смог продать пиццерию, и 8 октября этого года первая пиццерия в нашей сети была закрыта. Для нас это важный момент, потому что мы часто говорим про наши рейтинги, про любовь к качеству, но до этого все наши пиццерии работали, и это первый кейс, когда мы в реальности закрываем пиццерию нашего партнера, несмотря на роялти, несмотря на то, что это существующий бизнес. В течение нескольких недель после закрытия, как мы выключаем пиццерию? Мы отключаем ее от информационной системы, разрываем договорные отношения с партнером в соответствии с договором и снимаем все, в общем-то, элементы нашего бренда. Это больше не Додо Пицца. Партнер, наш бывший партнер, принял решение развивать в этом помещении другой общепит, а мы ищем нового партнера в городе Есик, который построит новую пиццерию и которому удастся добиваться крутых результатов, радуя наших клиентов. И последняя небольшая новость. Наверное, многие из вас уже слышали, что с ноября этого месяца мы внедряем в компанию систему OKR, систему управления по целям. Целям амбициозным, целям вызовом для нас самих. И уже с этой недели многие команды начнут вести прогресс по выполнению целей в соответствующей программе, в которой мы эти цели будем вести. Она называется Go to Eli. На этом все. Большое спасибо. Я передаю слово Насте Анферовой.